Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, несущие свет. Начинаем нашу встречу. Занятие, уже 4-е занятие мы ведем. Почему мы столько времени на эту тему отводим? Ну, потому что мы как-то вот в одном из анонсов говорили, что любовь – это основа творчества. Да? То есть основа творчества, творчество – это как бы, то есть основа жизни. Почему это так? Почему жизнь, она так связана с творчеством? Дело в том, что когда мы рассматриваем живую природу, да, то есть то мы видим, что природа умеет каким-то образом создавать новое. Да. Вот когда-то палеонтологи там смотрят, были одни живые существа жили, сейчас какие-то другие живут, и все время что-то вот новое появляется. И в этом плане вот Фома Аквинский в свое время сказал, что процесс творения, он не одномоментный. Не так, что вот Господь создал живой мир, там, землю и так далее. И все, и теперь он всегда такой. На самом деле процесс творения продолжается непрерывно. Вот. И можно говорить о том, что мы в этом мире имеем некие определенные задачи, которые нам надо вот реализовывать. Тут у меня, конечно, свет не очень хороший, поэтому я извиняюсь, что я вот частично вот скрыт какими-то вот такими тенями, в полутенях нахожусь. Но так как фон, который я поставил, он у нас выполняет определенную задачу в нашем сегодняшнем вебинаре, то я буду вот так вот частично скрытым, частично проявленным. Так вот, когда мы говорим про любовь, да, то есть это основа некого синтеза, да, то есть как бы синтез как возможность соединять что-то вот с чем-то и получать что-то новое, да, то есть эта природа вот разработала такой механизм, который проявлен в живой природе везде, и человек, в частности, тоже один из таких вот носителей этого механизма, то есть в любых ситуациях везде происходит какой-то синтез. Даже вот когда частички какие-то там взаимодействуют, ну, там столкнулись там две атомных частицы какие-то, и с ними что-то произошло, да, то есть как бы, ну, вроде бы они столкнулись и разлетелись. И можно описать какими-то уравнениями, да, то есть уравнениями там или Ньютоновой механики, или релятивистской и так далее, да, то есть, но вот эти уравнения, которые записываются, вот физика, да, то есть они, такая есть особенность, что они обратимы во времени. То есть как бы можно расчет сделать обратно, и мы придем в исходное состояние. А реально, на самом деле, эти частицы вернуть в исходное состояние невозможно. То есть время имеет направление. Оно идет куда-то вот в одну сторону. Куда-то, да, то есть, ну, говорят, из прошлого в будущее или из будущего. Тут непонятно, на самом деле, какое это направление, потому что относительно нас самих, да, будущее, оно у нас, ну, как бы к нам движется, или это мы движемся к этому будущему. Вот тут как бы вот эта относительность проявляется. Но тем не менее, из-за того, что время имеет вот такую особенность, то ученые по-всякому как бы думали, как же вот нам вот учесть вот эту вот необратимость времени вот в этих вот уравнениях движения частиц. Так вот, когда был такой физик Пригожин, Илья Пригожин, он в Бельгии жил, и он занимался развитием такого направления, как самоорганизация, писал целый ряд книг и про время. И вот они, когда стали пытаться делать уравнения, которые бы позволили учесть вот это направление времени, то пришли к выводу, что это можно сделать, если ввести вот некий маленький совсем член вот в уравнение. Тогда левая часть и правая, они будут уже не одинаковые, да, то есть они будут отличаться на вот эту вот маленькую часть. И когда потом стали анализировать, а что же это за часть такая, что же она, какой физический смысл какой-то вот этой части, как маленькой такой невесомой, вроде бы такой частички. Оказалось, что физический смысл оказался это информация. То есть что получается? Две частички столкнулись и разлетелись, но они уже они обменялись информацией. То есть и поэтому тогда вот то, что было до этого, и то, что стало это, оно уже разное, оно уже отличается. Так вот,
то, что можно в результате взаимодействия что-то менять, как раз это есть вот качество, которое называется любовь. Да? То есть мы что-то соединили вместе и получили некое качество, которое вот стало совсем другим. Так вот, мы все люди, да, то есть можем быть вот творцами вот этого нового. Мы как бы вот об этом уже говорим на протяжении последних нескольких недель. И, соответственно, если мы себя ощущаем как творцы, да, то есть, то тогда у нас одна жизнь. Если мы ощущаем себя, ну, как тварью несчастной, да, то есть, ну, тогда вот мы просто имеем вот какое-то другое отношение к этому миру. То есть у нас есть всегда возможность на самом деле вот это отношение свое внутреннее менять. И в этом плане как бы есть противоречие в оценке мира. То есть мы вроде бы в этом мире что-то делаем и играем какие-то определенные роли социальные и чувствуем свою, в общем-то, незначимость. Но она незначимость проистекает даже из такого масштаба вот Вселенной, что масштабы это миллиарды световых лет, это миллиарды лет существования Вселенной. Наша жизнь по отношению вот к этому громадине, она, в общем-то, ну, абсолютный ноль. Да? То есть, но если мы рассматриваем чисто вот материальный мир, то в нем, естественно, вот такая ситуация возникает. Но дело в том, что люди, они не являются здесь как бы вот полностью частью этого мира. Каждый человек – это некая многомерная сущность, спроецированная вот в этот трехмерный мир. И относительно этого мира мы на самом деле являемся бесконечностью. Ну, потому что мы как бы еще находимся в другом измерении. Но вот эта связь для нас, она скрытая оказывается. И поэтому эту связь достаточно сложно отслеживать и ее осознавать. Поэтому вот то, что мы пытаемся сделать на вот наших вебинарах, это мы пытаемся вот эти, как бы прояснить вот эту позицию величия человека в этом мире и возможности человека в этом мире себя проявлять. Поэтому чем мы масштабнее себя ощущаем, чем больше мы ощущаем себя частью этого мира, но тем более масштабные дела мы можем делать. Вот это вот ощущение себя только вот частичкой чисто материальной, оно вот приводит к тому, что мы тогда становимся маленькими и незначимыми вот в этом мире. Если мы ощущаем, что мы здесь являемся частью чего-то очень большого, причем это большое, то, что сформировало вообще этот мир целиком, и всех людей, которые тут есть, да, то есть, то тогда получается, что мы имеем возможность через вот эти связи с вот этим вот большим, да, миром структур, с биоинтернетом, ну, его кто называет это духом, да, то есть абсолютом, то есть много разных слов можно на эту тему говорить, какие я такой мерцающий, тут, ну, надо же, с ума сойти. Надеюсь, что у вас в глазах не заребит за это время, пока я тут буду вещать. Поэтому здесь мы будем опять пробовать вот это качество своей масштабности проявить. Потому что чем больше мы ощущаем вот эту масштабность, тем сильнее дух, который в нас есть. Да, то есть тут тема у нас такая проектирование, да, живое проектирование. Почему живое, мы говорим, в реальности? Ну, потому что жизнь, она имеет вот это качество созидательности нового. Но вроде бы наука тоже этим занята. Она чего-то пытается создавать новое, вот разбираясь, как же этот мир устроен. И вот поэтому у нас появляются вот новые открытия, новые технологии там, и так далее, и так далее. Но это все, опять же, части чего? Некого материального мира. И сейчас, вот чем дальше, тем вот это вот противоречие между значимостью человека и незначимостью его, оно все больше и больше обостряется. И все на самом деле еще упирается в такой вопрос ответственности. То есть если мы хотим стать такими большими и значимыми, да, то есть мы готовы ли мы взять ответственность за вот этот мир, в котором мы живем. И видим, что в большинстве своем люди не готовы брать ответственность за, то есть вот этот мир в целом.
То есть можно взять ответственность, ну, там, за себя, да, то есть, как бы, и то не всегда человек берет ответственность за себя, потому что как-то себя там мучает какими-то всякими неправильными действиями, неправильным отношением к своему телу, какие-то там принимает что-то вовнутрь, то, что не надо, вот, как-то образ жизни не поддерживает тот, который надо, то есть, как бы, вот об этом скафандре не очень-то сильно заботится. Кроме этого, мы видим, что человек часто, если отождествляет себя, ну, отождествляет, вот мое что, вот моя квартира, это мое. А то, что за стенами этой квартиры, это уже не мое. И что там происходит, что там все как-то страшно, убого, некрасиво, ну, неважно. Даже если вот у меня тут что-то вот не так, я отсюда у себя возьму и это вынесу туда. И пусть оно будет там, но не у меня. Поэтому ограниченность наша возникает еще от восприятия себя как вот только локального объекта вот в этой зоне. Ну вот сейчас много разговоров, что машинный интеллект, надо ему там разрабатывать нейронные сети, вот они нас спасут, потому что они нам тогда все посчитают, все по полочкам разложат и будут управлять уже тогда совсем легко. Ну, в частности, такого мнения придерживается наш такой публицист Вассерман. Он говорит, что да, вот тут еще немного, но вот сейчас вот все спланируем и все рассчитаем. И все будет тогда замечательно, и тогда можно будет строить плановую экономику, но уже с упором на искусственный интеллект. В свое время эту тему поднимал такой фантаст, как Станислав Лем. И он говорил, что, в общем-то говоря, никакой интеллект искусственный не спасет. Никакой сверхразум, который мы сами создадим, якобы, но если он механистический, он все равно угробит нашу планету еще быстрее, чем это сам делает сам человек. И он там это обосновывает, есть такая книга «Сумма технологий», кому это интересно, может почитать. И он указывает, почему это, потому что, опять же, наука организована вот неким таким образом. Каким? Это экстенсивный путь, это путь создания новых знаний через все больше и больше увеличение ресурсов, которые надо вкладывать и вкладывать и вкладывать, чтобы эти новые знания получать. Понятно, что граница между знаниями и незнаниями, она все время расширяется. Да? Вот было сначала немножко, вот раньше когда-то, вот столечко было знаний, тогда были универсалы все ученые. Да? Возьмите Ломоносова, там, Лавуазье, там и целый ряд вот эта плеяда, Ньютон. Они наследили во всех областях науки. Но потом оказалось, что знания расширяются, и уже один человек не в состоянии их держать в голове, да, то есть как бы пошли разветвления, одно, другое, третье, наука, физика, химия, там, математика, генетика там, и так далее, то есть множество направлений. Естественно, они все неравномерно развиваются, да, то есть развитие идет по каким-то вот определенным направлениям. Чем они определяются, эти направления? Ну, чаще всего определяются, если это область науки обещает угробить побольше человек, туда будут выделять больше денег. Ну, потому что это вот военная тема, и это очень важно и значимо. Поэтому вот когда говорю, рассказывал я один раз, что в Тольятти самое большое потрясение, которое я испытал в Тольятти, это было вот это у них там музей техники, который занимает громадную площадь, на которой выставлены громадное количество всяких танков, ракет, пушек, каких-то еще там ракеты, там даже подводная лодка стояла. И территория там, по-моему, там чуть ли не несколько гектаров. И был небольшой внутри маленький корпусочек, в котором стояла там бытовая техника на полочках, то, что на самом деле уже относится к человеку. Сразу становится понятно, куда ресурсы-то уходят мировые, основные. Поэтому наука, она имеет, как говорят много гитик, но есть ограничения. Ограниченность вот этой нашей науки именно в том, что она воспринимает все вот через призму материального мира. И все, что за пределами этого, считается, что этого не существует. Хотя масса есть статей, которые показывают, что вот как живое оно может влиять на неживое и так далее. Вот один из экспериментов делали с растениями. Вот недавно прочитал, оказывается, что сделали, да, вот есть, ставят растение, ну, в каком-нибудь углу, и к нему датчик, который считывает какой-то импульс этого растения, да, то есть и неким образом передает его на лампу, которая присоединена
к некому датчику случайных чисел, который лампу включает то туда, то сюда, как бы по всей комнате она дает лучик то туда, то сюда. Да? То есть, как бы, когда этого растения нет, то равномерно освещается эта комната, постепенно как бы заметается все. Когда еще включается это растение, оказывается, что через некоторое время оказывается, что больше времени светится именно в тот угол, где есть это растение. Это вот к слову о вегетарианцам. Они все считают, что растения ничего не чувствуют и ничего не замечают. Можно их жевать, их мертвые растения, а вот мертвых животных жевать нехорошо. Поэтому нехорошо тут совсем из других соображений можно быть воспринимать это как бы, но не из того, что вот это одно мертвое, а растения, вот, которые мы живем, это живые. Мы их тоже убиваем, и тоже убиваем живое. Но вот так мы устроены, что мы обязательно должны что-то живое вот съесть. Но это не важно. К нашей теме это сейчас не имеет отношения, потому что тема у нас связана с проецированием реальности. Реальность мы проектируем на самом деле сами через то, что вот эта многомерная сущность наша, да, то есть сюда проекцию делает некого мира. И мы в этом мире существуем. То есть некая такая игра, как все равно некий квест, в котором мы все участвуем. Значит, что еще хочу сказать по поводу вот науки. Да? То есть вот Станислав Лем, когда рассматривал эту проблему, как же выйти из ситуации, что ресурс ограничен, а знания надо накапливать и что-то делать, то он предложил идею выращивания информации. То есть живое умеет это делать, выращивать информацию, ну, значит, эти методы надо осваивать. Я говорю, когда мы моделировали эти процессы с помощью математических методов и анализировали, а что же у нас есть в нашем мире, что подходит под вот это определение выращивания информации, которое дал нам Лем, оказалось, что сюда абсолютно точно подходит так называемая эксперт-операторная технология. То есть эксперт-операторная технология – это возможность создания живой информации, то есть создания новой жизни. То есть мы рассматриваем это то, что лежит в основе всех взаимодействий. Когда происходит какое-то взаимодействие, на базе этого рождается всегда что-то новое. Но можно по нового количества вот этого, может быть совсем маленький кусочек, а может быть очень много. Принципиально новое открывать знания, принципиально новое открывать какие-то качества, которые могут в корне поменять эту жизнь. Ну, чем мы занимаемся, вот здесь у нас на вебинарах занимаются другие люди на вебинарах, там, да, то есть Ольга Евгеньевна там проводит вебинары, там Галина Семенкова, Ежик и прочее, то есть, ну и кто там не в рамках вебинаров, то есть мы видим, что целый ряд сейчас участников проводит те или иные семинары, вебинары, которые позволяют вот эти механизмы отстраивать все более и более, делать их эффективными, создавая новые информационные блоки для того, чтобы новая реальность начала проявляться не когда-то там в далеком прекрасном будущем, а уже сейчас. Через что? Через возможности человека, опять же, в первую очередь ощутить себя творцом. Так как это качество заложено в каждом, то это качество и надо развивать. Но тогда оно нам дает возможность именно быть в этой жизни наполненным, да, то есть и не страдать, не мучиться, а жить очень интересной и полной жизнью. Потому что когда мы чего-то где-то там не дорабатываем, у нас и возникает то, что называют, ну, болезнь, да, то есть болезнь это что? Ну, это необходимость остановиться и подумать. Организм сказал, так, стоять, что-то вы тут не так сделали, давайте проанализируем. Или просто хотя бы подождем, пока что-то поменяется, и тогда начнем следующий этап нашей жизни. То есть что у нас получается? Что к нам идет некий поток из вот этого вот мира структур, биоинтернета или от Творца, скажем, да, то есть если мы на него не настроены, да, то есть у нас получается, что мы на свою жизнь где-то иногда теряем не на те события, которые нам надо.
Что мешает нам вот развивать наши связи и наши отношения в рамках вот этого вот подхода структурного? Ведь мы же все связаны с этим миром структур, мы все являемся вот этим отражением, проекцией, да, то есть и мы вот этот поток через себя пропускаем, и этот поток идет в жизнь, и вокруг нас формируется некая реальность. И она отражает наше внутреннее состояние. Если мы хотим, чтобы что-то где-то поменялось, в первую очередь надо менять где-то внутри себя. Но это не так просто оказывается, потому что мысль о том, что мы вот можем быть вот такими вот великими. Поэтому если мы смотрим на свою деятельность, давайте посмотрим, а что мы можем поменять в плане изменения масштаба этой деятельности. Вот в свое время я когда занимался наукой, диссертацию защитил, там, и думал, докторскую, там, докторантуру поступил. И тут в какой-то момент я вот познакомился с технологиями эксперт-операторной, побывал на семинарах. И тут до меня дошло, что та наука, которой я занимался, это просто никому не нужная вещь. То есть это такой мизер, который вот кого-то может волновать. А вот достаточно великая задача – это вот разобраться, как же вот работают вот эти вот технологии, как их можно использовать. Ну и постепенно то, что мы разбирались, привело к тому, что у нас вот мы научились делать вот такие вот структуры. Да, то есть, ну вот, например, у нас есть карточка потенциала любви. Что в ней внутри? Внутри есть тоненький слой, да, на котором нанесена структура. Что значит структура? Да? То есть, это вот просто некая картинка, связанная с вот этим миром структур определенным. То есть, чем она отличается от каких-то других структур, которыми мы знакомы? Какими мы знакомы структурами? Мы знакомы, например, с вещественными структурами, да? И их используем. Ну, например, когда что-то заболело, мы берем таблетку и проглотили. В ней есть какое-то вещество, которое организовано определенным образом, да, то есть это вещество с нами взаимодействует и в нас что-то меняет, в нашем физическом теле. Мы чего-то, может быть, выздоровеем, если при этом, тоже что-то у нас не поломается. Или мы можем взять какую-нибудь там физиотерапевтическую процедуру пройти. Магнитным полем, там, электрическим нас, или электромагнитным, то есть, может быть, даже еще как-нибудь. То есть мы взаимодействуем с какими-то полями в физическом кабинете физических процедур, и тем самым, опять же, можем настроить свой организм, потому что у нас еще есть какая-то полевая структура. У нас множество каких-то излучений существует, да, то есть эти излучения мы можем померить, например, засунув палец в кириллиановский прибор и видим, что мы тоже светимся. То есть у нас есть какая-то система излучений. Но, кроме этого, у нас есть еще информационная часть. Информационная структура, с которой мы взаимодействуем. Вот мы говорим на каком-то языке. Каждый, может быть, там знает какие-то другие языки. Каждый язык – это некий порядок определенный, как бы есть грамматические правила, там, синтаксические там, и так далее. То есть множество правил, которые определяют, как функционирует этот язык. Поэтому информационная компонента, она тоже присутствует у нас в нашей жизни. Но это тоже информационная структура. Песня какая-нибудь, да, то есть это тоже структура какая-то, вот с определенными характеристиками. И когда говорят, что можно словом вылечить, да, то есть есть врачи, которые не таблетками лечат, а словом, да, то есть он, попутчик один говорил, я, говорит, супругу привел к врачу, и она там вся вот из себя, что ей очень плохо и так далее, и так далее. То есть, а врач как бы не видит, что так уж на самом деле плохо. А она его требует чуть ли не обезболивающее ей давайте. Это супруг потом врачу говорит, а что, говорит, ты хочешь, сделай какой-нибудь укол чего-нибудь и скажи, что это обезболивающее. И все будет нормально. Сделали ей какой-то там физраствором укольчик, сказали, все, сейчас все пройдет. Действительно, ей полегчало, она стала такая счастливая, все у ней наладилось. Поэтому можно словом лечить, а можно словом и убить, мы сами знаем. Да? То есть, сказать человеку такое, что он может умереть. Но опять же, это все части мира
структур, но только структур вещественных, мира, вот этого материального мира, в котором мы живем. А есть вот эти структуры, которые вне материального мира, те, которые с нами связаны вот с этим миром структур. И мы их здесь проявляем через вот какую вещь? Время. Время является проявителем этих структур. Соответственно, если система проявления хорошо настроена, она хорошо проявляет все вокруг нас, все, что должно быть. Если система вдруг это проявление начинает работать, мы видим какие-то искажения, и что-то нам не получается в нашей жизни. Поэтому задачу, которую мы ставили, вот, когда проектировали вот эти вот светлицы разных типов, это основная задача была уменьшить влияние помех и вернуть те вот нормальные структуры, которые должны быть. Поэтому основной эффект, который наблюдается при этом, эффект нормализации, и он дает нам возможность настраивать свои системы на более эффективную работу. Но задачи, которые мы решаем, они разные. Есть задачи простые какие-то там, попить воды, да, то пошел, налил в кран, взял, выпил. А если это где-то в пустыне, это уже задача сложная, да, то есть ее там попробуй-ка найди этот колодец, надо маршрут проложить к этому колодцу, прежде чем ты можешь попить воды. Поэтому все определяется на самом деле доступностью ресурсов. Если ресурсы доступны и легко можно. Поэтому здесь мы сейчас, да, то есть что делаем на этих вебинарах? Мы пытаемся вот эту вот процедуру настройки себя на более масштабные цели и задачи как бы здесь отработать. И пробуем это мы на двух изделиях, о которых мы говорим, на изделии потенциал любви, да, и на изделие биоянтра. Для того, чтобы воспользоваться эффективно этими изделиями, мы сейчас попробуем сначала вот что сделать. Да? То есть, что нам биоянтра позволяет? Да? То есть она нам позволяет убрать то, что мешает чему? Синтезу. То есть у нас есть потенциал любви, у нас у каждого свой потенциал есть, синтезный. Потенциал любви позволяет активировать этот потенциал с тем, чтобы мы могли вот эту любовь начать проявлять. У каждого человека свое понятие о любви. Одно другого, другое. Почему? Ну, потому что это тоже многогранная, многомерная вещь. Вот когда прописывали информацию, сколько уровней любви существует, оказалось их 19. Там есть и безусловная любовь, там есть звездная любовь, там и целый ряд еще градаций. Поэтому восприятие у всех разное. Но любое восприятие как бы мы можем свести к чему? Что так или иначе мы любовь проявляем как что? Как некое соединение чего-то с чем-то. Ну, на том уровне, на котором нам это доступно. Но в силу того же, опять же, что мы понимаем, что мы здесь находимся не в одиночестве, а вообще у нас есть множество персонажей, которые вот мы сейчас, с которыми общаемся, замечательные люди, которые нашли свое время жизни для того, чтобы вот что-то вместе удалось сделать, чтобы вот мы какой-то синтезный процесс могли здесь запустить, который бы нужен был на самом деле, но не только вот нашим участникам, а гораздо большему количеству людей. И вот мы в этом процессе используем два простых устройства. Биоянтру, опять же, да, и потенциал любви. Но биоянтру сначала мы берем для чего? Чтобы мы могли убрать то, что нам мешать синтезу может. Вот у нас есть какая-то задача. Поэтому для того, чтобы мы что-то начали делать, мы сначала придумываем задачу. У нас есть 3 пункта, которые нам обязательно надо реализовывать вот в нашем общении. Или вообще при взаимодействии со светлицами это универсальные, вернее, 4 пункта, которые мы всегда, о которых я говорю. Первое, да, сформулировать цель и задачу. Чего мы хотим. Ну, хотя бы наметить. Цель, задачу, желание, мечту, фантазию, все что угодно. Ради чего мы хотим что-то поменять в этом мире. Второе, нам надо сформулировать имитационную модель. Имитационная модель у нас здесь будет следующая. У нас есть каждый представитель, вот есть целое, вот у нас сейчас 34 представителя мира структур. Потому что каждый является здесь проекцией, да, то есть многомерного объекта, многомерной сущности вот в этот трехмерный мир. Поэтому здесь это мы как бы каждый, вот мы тут с куколками работали,
Значит, что мы будем в качестве модели использовать? Да? Использовать возможность вот этого вот масштабного взаимодействия, что у каждого из нас есть вот этот вот сложный объект, безумно сложный, да, то есть как целая вселенная. Но мы будем сейчас с этими вселенными взаимодействовать не в этой реальности, да, то есть мы будем пытаться настроиться на вот эти наши структурные связи, которые у каждого есть, да, и попробовать нащупать, где они там нас соединяют, чтобы мы могли начать попробовать выстраивать вот эти связи там. Да? То есть что это там тогда дает? Это нам дает возможность объединения всех задач, ну, в какую-то одну композицию, которая может быть сформирована как какая-то структура. Через эту связь, да, то есть кто у нас там в этом мире, да, то есть там некий творец. Ну, не сам он творец, может быть, это некая сущность, которую мы познать не в состоянии, да, то есть, но некое творческое начало оттуда к нам идет как некая возможность взаимодействия. И мы можем рассматривать каждого человека как часть себя, то есть, вернее, как часть вот этого общего мира, и нас в том числе, что мы одновременно и вот все вместе в этом мире находимся, и это все единое целое. Да? Тогда мы ищем вот эту вот связность, которую мы будем налаживать с помощью потенциала любви. Но прежде чем мы выйдем на вот этот уровень взаимодействия, да, нам надо, ну, как говорят, убрать скелета из шкафа. У каждого что-то есть свое, наработанное, да, то есть, может быть, это не самим наработано, это может быть наработано предками, там, еще что-то, то есть, ну, что-то мешает нам, то есть, может быть, средой, в которой мы находимся. В этой среде нам надо попробовать ее зачистить и убрать лишнее. Да, то есть, что нам... Это мы будем делать сейчас с помощью биоянтры. Да, то есть, вот эту структурную связь, которая у нас есть, мы ее будем сейчас попробовать зачистить. Чем мы будем, какую процедуру мы будем делать для этого? Для этого мы возьмем емкость с водой. Вот такую, да, вот какую-нибудь там. Не обязательно с питьевой. То есть, ну, просто что-нибудь наберем и поставим перед экраном. Поэтому вот, давайте 1 минуту на то, чтобы что-нибудь где-нибудь набрать и поставить перед экраном. То есть эту воду потом мы будем выливать, поэтому это пусть будет какая-то не очень ценная вода для вас. Вода, смотрите, вот что значит дух? Да, то есть в каждом из нас есть душа. И душа она что делает? Да, то есть она на самом деле горит. У нас этот вот некий дух, он горит, светится, и мы вот этот свет вокруг себя распространяем. Чем лучше этот свет, тем более эффективно мы с этим миром взаимодействуем, тем более четко налаживаем эти связи. Но так как эти связи многомерные, то и дух у нас тоже может проявляться многомерным. Но вот мы как бы вот этот свой дух собственный, который у нас есть, мы будем его сейчас с помощью него вытеснять из нас, и с помощью биоянтры, тот дух, который нам не нужен. Вот в сотворении мира, как там звучало начало, да, то есть вначале было слово, да, то есть слово это был Бог, да, а какой конструкторский набор был? Это был, да, была тьма, и духи носились над водами. Вот воды у нас есть, мы тут вот подготовили водичку. А духи, которые будут тут носиться над водами, это вот те духовые компоненты, которые нам не нужны. Ну, на данный момент, может быть, то есть для синтеза, который мы хотим сделать. Что мы хотим сделать? Мы хотим что-то сделать хорошее, мы не будем сильно задаваться. Ну, например, мы опять же хотим повысить свой коллективный иммунитет, гипериммунитет. Но не как возможность его... Ну, как у вас трактует коллективный иммунитет сейчас, да? То есть народ, если какая-то часть большая переболеет, то остальные не будут. Почему не будут? Ну, потому что те, кто не переболел, они не будут встречаться с больными. То есть всегда будет некая прокладка вот тех, которые уже переболели, и которые не дадут этим заболеть. Вот. Нет, совершенно другой аспект мы сейчас будем рассматривать. Мы будем его рассматривать с точки зрения чего? У каждого человека есть некий набор качеств.
да, то есть, но эти набор качеств он набирал в течение своей жизни. Плюс его предки набирали какие-то качества, и у каждого эти набор каких-то качеств есть. В том числе иммунные качества. В его иммунитете есть некий опыт, обобщенный его вот этой линией жизни, которую он прожил. У другого человека какой-то другой опыт, у третьего еще какой-то опыт. Да? То есть получается, что если бы мы могли обменяться вот этими вот качествами иммунитета, да, то есть мы бы тогда могли, в общем-то говоря, не болеть, а использовать ту систему распознавания, которая уже существует. Потому что если организм, ну там антитела, говорят, вот, не вырабатываются. Почему? Ну потому что нет опыта, да, то есть у организма он с этим еще не сталкивался, и он не знает, что это такое. Ну тот же вот вирус, да, этот ковид. Почему люди болеют? Потому что их организм еще не имеет вот этого опыта. Они, когда переболеют, этот опыт у них появится. Но не факт, что он останется надолго, потому что ну, мы не знаем, как долго этот иммунитет длится. Но в принципе, есть же еще множество людей, которые уже переболели этим ковидом, и у них эти уже антитела есть. Поэтому если мы наладим связь с ними через вот этот мир структур, то мы можем обменяться этими качествами, да, обменяться структурными вот этими компонентами, и получить коллективную структуру иммунитета, которая бы обеспечивала нам вот эту защиту, но не как защиту, да, а как просто систему информационную, которая бы могла распознать любой вот этот вот вирус и заранее выработать ответ и отреагировать на него, не допуская вот этого бесконтрольного размножения этого вируса, не приводя систему иммунную, не включая ее в разрушительный режим. Потому что от чего люди умирают? Вот я почитал эту статью тут недавно. Есть, оказывается, в Москве больница, в которой там было 400 с лишним больных, через них прошло, и только 2 человека умерло. Они говорят, а мы на самом деле не от вируса лечим. Мы просто смотрим, у человека под действием вируса какие-то воспалительные процессы пошли. Мы начинаем работать с этими воспалительными процессами. Мы убираем воспаление, и человек выздоравливает. Потому что с вирусом он и так справится. То есть убирает лишнюю реакцию иммунитета на вот этот вот вирус. Поэтому можем в качестве вот этой задачки взять, например, вот эту вот систему нашего реакции на внешние какие-то события, то есть не обязательно связанные с микромиром. Но опять же, если мы хотим заглубиться в микромир и с ним разобраться, нам надо ощутить, что мы очень большие, да, то есть как бы вот эту шкалу, что мы не маленькие такие вот, и нас ничего не зависит, а мы и в макромире можем себя проявить, как некая структура глобальная, да, то есть как бы, и тогда нам и есть доступ в микромир, потому что у нас просто расширяется диапазон нашего представления, что мы здесь, в этом мире, можем себя масштабировать, как в макро, так и в микромир. Ну, как бы вот это как бы в качестве модели. Смотрите, вот мы опять говорим про светлицы, которые нам помогут вот в этой работе, да, биоянтра и вообще идеология светлиц. Это идеология того, что нам не надо бороться ни с чем. А задача согласования. Вот есть человек, это сверхсложная система, мы говорим, да, то есть как бы есть другие объекты, там люди, животные, вообще мир в целом, да, то есть как бы это тоже какие-то очень сложные объекты, с которыми мы можем взаимодействовать. Но взаимодействовать мы можем по-разному, да, то есть мы можем конфликтовать с этими объектами, можем дружить. Поэтому светлицы, они направлены на то, чтобы согласовать вот эти системы, чтобы они уменьшить эту конфликтность, которую мы можем наблюдать как бы вот в тех или иных сторонах нашей жизни. Поэтому основная идеологическая установка, которая была заложена еще в основе проектирования этих светлиц в самом начале, это не борьба с чем-то, с какими-то структурами, а наоборот, проявить возможность, чтобы мы могли взять одну структуру одного объекта, структуру другого объекта и согласовать их, соединив ее в какую-то более общую структуру. В частности, вот потенциал любви, карта, да, то есть она как раз и выполняет эту задачу. Некоторые ее воспринимают для того, чтобы вот замуж выйти, эту карточку. Да, она может помочь выйти замуж, но здесь правильно надо установку делать. Для чего выходить замуж? Да? То есть для того, чтобы муж холил Илиэль, то есть как бы вот он будет об мне заботиться, а я буду выполнять всякие его прихоти. Это как бы задачка чисто такая, ну как бы материального мира, которая, ну не очень интересная для Творца. Да, то есть, а вот если мы говорим, что мы говорим о любви как о возможности
творение, сотворение мира каждый день и каждый час, то мы, вот, естественно, эту возможность и будем реализовывать с помощью этой карты. Тогда отношения М и Ж – это отношения творческие, отношения созидательные, и тогда вот эта структура позволяет развивать именно эти стороны отношений, а не чисто потребительские или какие-то там манипуляционные какие-то. То есть если это человек ищет в этом какую-то манипуляцию или какую-то возможность что-то сделать в ущерб одного человека другому, вот эти как раз изделия, наоборот, этому препятствуют. Они не дают реализации именно этой модели. Они будут мешать. Если, то есть человеку вот в этом плане карточка не поможет, а может только усугубить. Да? Поэтому если человек действительно хочет в отношениях с другими людьми развивать именно возможности двусторонние, чтобы было хорошо и одному, и другому, и усиливать именно эти отношения, вот тогда карточка потенциала любви поможет создать именно вот и развить именно эти стороны. Так вот, если мы говорим о светлицах в целом, то это мы их называем системные адаптеры. Да? То есть почему адаптер? Адаптер – это тот, кто согласует. Есть одна система, есть другая, вместе они почему-то не могут. Если вот без адаптера они начинают друг друга разрушать. А с адаптером они начинают сосуществовать, да, и помогать друг другу. Вот поэтому вот это системные адаптеры, которые и создают такие условия. Но условия все равно разные бывают. Это иногда бывает, надо от чего-то избавиться. Ну, чего-то вот набрали, да, то есть накопили, и то, что уже мы накопили, оно у нас висит тяжким грузом, не давая нам двинуться с места, куда-то пойти. И не потому, что это плохое что-то было, да, то есть оно уже не нужно, оно отыграло свое. То есть мы тогда тянем из прошлого какой-то груз, и он как гиря нам мешает двигаться вперед. Да, потому что, да, вот это что-то было такое хорошее, об этом приятно вспомнить, я как-то без этого уже и не могу. И не значит, что это чего-то было плохое. Нет, просто человек иногда даже не знает, что он тянет что-то из прошлого, потому что в голове не отложилось, вытеснены какие-то негативные воспоминания, но они как структура все равно сидят. Поэтому нам от чего-то можно избавиться. От чего, не знаю. То есть у каждого свое, и мы не формулируем даже, что это нам. Мы просто говорим, вот у нас есть задача синтезная, мы хотим создать условия для того, чтобы мы могли с вирусом подружиться. Что значит подружиться? Если это некий информационный блок, который он пытается передать людям, да, то есть, ну, тогда надо принять блок, но не надо нам, чтобы вирус этого много размножался. Да, то есть как бы он взяли легко, приняли эту информацию, и все. А остальное нам уже ни к чему, потому что очень много людей, мы знаем, носители антител, потому, значит, они переболели и даже этого не заметили. Там буквально чуть ли не 20% населения, оказывается, уже имеет эти антитела. Ну, поэтому надо, чтобы у нас антитела были, на информацию мы могли приняли, поэтому мы не отгораживаемся от этих вирусов, то есть мы их не пытаемся отстраниться, да, то есть, а мы пытаемся наладить с ними связь, но не прямую, как бы, да, а вот через этот мир структур, не через вещественную компоненту, не через РНК, ДНК, да, то есть, а именно через структурную компоненту, с тем, чтобы мы могли взять, и не обязательно мы говорим только про вот вирус там ковида, там, для любые вирусы, любые бактерии, любые вот эти организмы, которые живут, в нас их миллионы и миллионы живет. Если они нас сильно не размножаются, то с ними можно дружить. Они нам даже помогают в чем-то. Да? То есть они нашу систему иммунную укрепляют, они нам помогают адаптироваться к этим условиям внешним и нас каким-то образом даже защищают. Поэтому. Но сначала нам надо, опять же, мы приходим к чему? К мнению. Вот, например, есть такая штука, называется мат. Да, то есть, ну, как бы вот матерные слова, и народ возмущается, как же так, вот все это кошмар, все такое произносят. Но мат действительно, да, это система разрушения. Когда анализировали, там, в частности, Горяев там такие делал эксперименты, как влияет мат на ДНК, оказывается, он действительно сильно разрушительный. То есть, если это долго действует, то начинает разрушение даже на генном уровне происходить. Но
если на нас накопился какой-то мусор у нас даже на генетическом уровне, маг же тогда позволит нам его выбить, растрясти. Поэтому иногда, если нас донесся что-то, надо что сделать? Не возмутиться, а порадоваться и сказать: о, вот он, тот звук, который сейчас из меня всякий мусор выберет. Но мы сейчас не будем этот звук использовать для нашего этого. Мы можем чисто ментально настроиться, да, то есть и попробовать вот в эту емкость, которая у нас тут взаимодействует со структурами биоянтра и потенциал любви. У нас к этому каналу подключен. У нас есть структура биоянтра и структура потенциала любви присоединены к каналу зума. Поэтому мы с ними взаимодействуем. У кого нету биоянтры и потенциала любви, может вот настроиться на них через вот этот вот канал. Поэтому мы сейчас, у кого есть структура биоянтры, надо все что взять? Взять эту карточку. Давайте сейчас настроимся на вот этот канал. Канал биоянтры, для того, чтобы мы могли ощутить, что как с помощью этого канала мы можем разделять структуры. То есть не только соединять, но и разделять. Потому что, как говорил Владимир Ильич, прежде чем соединиться, надо сначала разъединиться. От чего-то нужного, ненужного избавиться. Природа на самом деле этим и занимается постоянно. Да? Вот листья были, сейчас осень, раз листики опали. После весной опять начнутся новые листики вырастут. А листья опали, их начинают жевать какие-то там червячки там и так далее. Для чего? Опять же, чтобы не завалило этими листьями все леса, и тогда они образуют уже почву. То есть вот круговорот разных веществ в природе налаживается с помощью разных самых систем. Так вот, мы сейчас попытаемся перенаправить вот те структуры, которые к нам сейчас уже прицеплены, ну, то есть нашим опытом предков там и так далее, мы попробуем перенаправить вот сюда, на вот эту емкость с водой. Да? То есть как бы тот дух, который нечистый где-то накопился, мы его будем сюда перенаправлять. Поэтому мы настраиваемся на янтру с этой задачей, что мы хотим сейчас попробовать сделать разделение чистого и нечистого духа, чтобы можно было дальше реализовать некий синтезный процесс, который нам потом будет нужен. Поэтому мы вот эту биоянтру подкладываем под емкость с водой, а руками ее вот так с двух сторон берем. Да, то есть. И такую сейчас небольшую медитацию сделаем. Но такую простую процедуру можно делать на самом деле у себя дома. Брать биоянтру, набирать емкость с водой и ставить в комнате. И пусть она естественным образом зачищается через эту структуру. Мне один знакомый рассказал, что он таким образом за 3 месяца вылечил свою жену от шизофрении. Просто он это делал каждый день. Каждый день набирал, на следующий день выливал. Набирает, выливает, набирает, выливает. И даже ничего больше не представлял. Просто на карточку ставил такую емкость и все. Ну, у него даже 3-литровая стеклянная банка была. Ну вот, мы как бы так немножко здесь разделились, а теперь будем соединять чего-нибудь, да, то есть что нам надо соединять. Ну, соединять мы будем друг друга. С чем? Ну, со светом, да, нам надо какую-то сделать процедуру совместную, которую бы мы могли в чем-то объединиться. Но опять же возьмем воду, наберем стаканчик с водой, но уже питьевой воды. Так что возьмем стакан с питьевой водой и наберем его. Возьмем карточку потенциал любви. Ну или у кого нету, тот может вот на эту структуру, которая у нас связана с этим экраном, попробовать настроиться. И попробуем ощутить у себя, ну, такую как бы плазменную компоненту, которая вот соответствует вот этой вот структуре. Ну, как некий такой огонек, который внутри загорается, как такая лампочка. Может, лампочка, может, еще что-то, светлячок. И эта структура, она как бы начинает расширяться. Мы начинаем расширяться, так огонечек все ярче, ярче становится внутри нас.
Эта плазма как бы становится, нас заполняет, заполняет, заполняет и начинает проступать сквозь нашу кожу. Да? То есть мы начинаем покрываться вот такой вот плазменной одеждой. И она у нас как бы вот такой формируется вокруг нас такой плазменный кокон. Мы как бы подготовили свой потенциал любви к взаимодействию. А теперь будем пробовать для начала. Ну, давайте мы тогда сейчас продолжим как бы настройку. Мы пока поставим вот на потенциал любви нашу воду и делаем, и продолжаем, да, то есть, ну, давайте потихонечку возвращаемся на наш уровень, в котором мы сейчас находимся. Уровень нашей проявленности в этой реальности. Ну, не теряем вот это ощущение световых потоков, которые нас пронизывают, которые от нас идут и к нам идут, от нас ко всем, ото всех к нам. То есть мы в таком световом облаке постоянно можем находиться. И вот это ощущение светового единства, его имеет смысл запомнить. С тем, чтобы когда вы хотите с кем-то пообщаться, поговорить, его можно было бы вспомнить и передать другому человеку сразу как готовую структуру. И человек может на нее сразу же настроиться, и контакт будет гораздо проще осуществить. Потому что это каждое слова, это капелька вот в копилочку, вот в эту вот водяную, которую мы как бы синтезируем. Это у нас синтез идет вот с каждого как бы мы добавляем чего-то сюда. Да, вот немного капельку любви от каждого мы в эту воду запускаем и выпиваем. Поэтому давайте еще. Можно еще повторить чего-нибудь, если еще в голову пришло. Вон даже Нюша тут пришла поздравить этот день у Андрея Лунгу. Это у меня такая замечательная собака. Не стесняйтесь. То есть каждое слово – это вот добавка вот к тому, что мы можем сделать для друга, потому что мы можем многое, да, то есть поэтому спасибо всем участникам, поделитесь как бы своей какой-то информацией, потому что когда вы пишете информацию, еще раз я подчеркиваю, процесс вы продолжаете, тот, который был запущен на вебинаре, и делаете его более четким и ярким, как для себя, так и для других участников. Потому что то, что вот мы тут сделали и расстаемся, это еще не значит, что все закончилось, но процесс будет продолжаться.